Никогда мы не будем братьями, посылают друг другу проклятия те, кто в древности были собратьями и судили одними понятиями о добре, о вере и долге. Почему ж оказался недолгим лад меж кровью единых народов? Кто заставил их, братство распродав, разобщить по чужому сценарию род славянский, сынов древних ариев? Это мысль, что чужие и враги мы, призрак древней и черной магии. Ложь сильна, пока не осознана, но есть быль, как была она создана. Столкновения за юную Гею начались на заре Кали-юги, когда аркты, сыны Ориона, обживали радушную землю. Вслед за ними пришли аннунаки, сыны нагов, потомство дракона, породившие расу атлантов, воинов-магов в войне за планету. Отгремела ужасная битва Арианы, прародины арктов, с Атлантидой, оплотом атлантов. Выжгла землю бушующим вихрем, небо с огненной лавой смешалось, содрогнулись основы планеты, раскололись в огне континенты, опустилась на дно Атлантида. Бездна вод древний мук поглотила, океаном накрыла святыню Арианы, гору храм Меру. Но остался цветок звездной жизни. В саркофагах подземных убежищ сохранили волхвы часть народа, населявший священную сваргу. Сохранилась еще часть атлантов в потаенных ущельях Атласа и бескрайних пустынях Такеми, среди хаоса, смерти и тьмы. В полнолуние солнцеворота, в ночь древнейшей магической связи, собрались два властителя мира, два наместника черного бога, порождение чертога дракона, иерофанты подземного мира. Те, кто властью невидимой, тайной, опираясь на мощь темных магов, управляли царями атлантов, краснокожих и желтых народов. Они молча сидели напротив, прозревая умом миры Нария, миры духов и тени бесплотных, пронося перед взором столетия, с ходом звезд свои планы сверяя. Наконец, первый жрец тихо молвил: просчитались, не все доглядели. Вышли планы из тени завесы. Проявились волхвам прежде срока. Подготовить они все сумели. Города под землей сотворили. Сберегли семя звездной жизни. Не прервали мы нить Арианы. Атлантида ж исчезла навеки. Не вернуться на землю роду нагов. Под землей им остаться придется. Это так, жрец второй согласился. Слишком быстрые победы хотели. Не наполнили силой как надо то, что в замысел свой заложили. Наш удар, видно, был ожидаем, раз вернулся он в точку рождения. Материк превращен в дно морское. Да, империя пала бесследно. Чуть помедлив, второй жрец продолжил. Минет скоро конец Кали-юги. Отдалимся от черного солнца, Немезиды, обители смерти и истока земных катаклизмов. Ждать придется вновь тысячелетия, пока вновь наше солнце с землею в пустошь мрака Плеяд возвратится, обойдя круг вокруг Алкионы. Первый жрец посмотрел на собрата. Полный круг Немезиды срок долгий, даже тем, кто годам не подвластен. Ночь Сварога настанет не скоро. Так зачем нам терять столько время на повторы разгаданных планов? Все равно применить снова силу нам не даст страж завесы защитной. Верно, молвил второй, соглашаясь. Вновь найдя пробуждение стихии, разрушение черного солнца, охранитель пути Золотого призовет все чертоги Совета. Паладины придут с Ориона и свершат над планетой свой суд. Примет Гея судьбу Фаэтона, превратившись в скопление обломков.
Наги это прощать нам не будут. Быть тогда нам навечно в изгнании. И во мраке окраин вселенной тенью в теле бесплотном скитаться. Да, задумавшись, первый жрец молвил: ушло время былых исполинов и химер незаконно рожденных. Не смогли порождения мрака полулюди, титаны и маги, да и наги в телах человечьих уничтожить сынов Ориона. Жрец второй лишь вздохнул омраченно. А теперь нет и войска атлантов. Силы жречества темного мало, чтоб создать победителей арктов, расу лучше детей Ориона. Два жреца погрузились в раздумья, изучая ветвление линий времени в сферах наземных, линий судеб, живущих на Гее. Наконец, взоры магов скрестились. «Ничего», — первый жрец молвил снова, — «мы к победе придем по-другому. Хватит взращивать армии воинов. Хоть нас жертвы в войне не волнуют, больше пользы от них не прибудет. Призовем изощренную хитрость. Победим изнутри Ариану. Мы применим к ней формулу древних. Разделяй и владей безраздельно. И используем слабости арктов для взаимной вражды между собою. В эту пору лихих испытаний лишь посеем среди них недоверие. Дух вражды, подозрения, обмана истребит арктов их же руками. Пусть они убивают друг друга, праотцов нарушая заветы. Межусобица — вот наша сила, наше средство отныне и ввеки. Понимаю. Об этом я думал. Жрец второй быстро глянул на брата. Разобщение — верное средство. Разделить надо арктов народы. Светорусов, славенов, арийцев. Часть направим их в земли иные. Там вдали, от корней, от устоев, поработаем тонко с душою, возвеличив гордыню и силу. Вплавим в души по нашим лекалам ревность, вспыльчивость, алчность и зависть. Как возвысится эго над сердцем, дух тогда Арианы исчезнет, и оружие будет готово. Верно сказано, жрец первый молвил. Разрушать надо душу, не тело. Без души тело лишь оболочка, волей мага ведомая кукла. Дармовая, послушная сила, та, что будет служить нам усердно, убежденная, что служит Богу. Кто владеет душой человека, тот рассудком и телом владеет. Вот такие нам воины нужны. Мы изменим цветок звездной жизни, поменяем лишь пару узоров в нитях жизни детей Арианы. И хотя от единого рода, они станут как сводные братья, вечно в ссоре за честь первородства, вечно в споре за право быть старшим. Будут нами возвращенные дети разуметь эту явь по-другому, видеть будут они по-другому, думать станут они по-другому. Мы отключим их высшие чакры. Им не надобна связь будет с правью, миром царства единых законов, там, где воля богов непреложна. Этот мир нам пока не подвластен. Но незыблемо наше господство в мире Нави, теней и иллюзий. Уязвимы в нем души людские. В нем подвластны нам мысли и чувства. Воля наша здесь неодолима. Тени Нави нам верные слуги. Через Навь мы людьми будем править, власть содействовала всю, что имеем. Чтоб так было, второй жрец добавил, подменить надо троицу духа, их нетленную связь с вечной жизнью на другую, творимую прахом. Своеволие станет их волей, мудрость разум корыстный заменит, а любовь страстью плотской подменит. Оборвется связь арктов с истоком,
и взрастится послушное племя нашим замыслам, нашим идеям, нашей воле, им вложенной в разум. Оно выполнит все наши планы. Войска, созданных нами народов, обескровят войной Ариану. «Вот и славно», — кивнул жрец собрату. «Но с умом мы должны это сделать, чтоб не стал слишком план очевидным. Не забудем волхвов с чутким взором, наши замыслы видеть способным. Чтоб войною пошел брат на брата, должны искренне быть их мотивы. Они верить должны, что воюют за святую идею, за правду, за мечту и за предназначение, что их миссия прямо от Бога – вести к счастью другие народы, к процветанию и общему благу. Мы им вложим в податливый разум и идею, и правду, и веру, что погибнуть за это достойно, и что жертва стократно воздастся. Как надежнее это исполнить?» Первый жрец погрузился в раздумья, а второй, чуть помедлив, ответил: «Я за ними давно наблюдаю. Аркты слишком открыты душою. Сколь тверды они духом пред смертью, столь доверчивы и беззащитны перед мягким, настойчивым словом, с каплей лжи, ими неразличимой. Если слово, то будет о чести, о всеобщем, благом добром деле. Семя лжи прорастет в свое время, даст ростки, расцветет буйным цветом, и взрастится святая идея истребления зла на земле. А уж злом объявить что угодно, можно гранями тонко играя. И во имя священной идеи заблуждений пойдет брат на брата, и в наитии сын на отца». «Да», — кивнул первый жрец, соглашаясь, — «мастерство овладения словом с незаметным подлогом всей сути низвергать может даже законы, демиургами данные миру. Я уже прозреваю в грядущем тени новых, зловещих событий. Будут войны за правое дело, за священное слово Господне. Будут битвы опять за планету. Все вернется, и вновь Атлантида на войну с Арианою встанет. Сколько б вниз не ушло континентов, океаном все тайны покроет». Два жреца погрузились в молчание, начертая умом судьбы мира и рожденных их волей народов, сотворя временные потоки, что их замыслы в жизнь притворили б. Обозрев сотворенное мыслью, порожденное сговором с тьмою, первый жрец улыбнулся лукаво. «Силой слова вершится творение, силой слова рожден целый космос. Впрочем, сила у слова безлична. Слово служит как свету, так мраку. Пришло время явить нам искусство, силы слова и в деле растления, становления иллюзии явью. Надлежит нам явить превращение, сколь циничное, столь роковое, обратить в непреложную правду откровенно твердимую ложь. Пусть начнется война, но другая. Вместо страшных по силе орудий только слово, правдивое слово. Ложь в обертке незыблемой правды. Ложь о жизни, о вере, о прошлом. Ложь о зле, о добре, о победах, что ушедшие мудрые предки одержали над силами темных. Всех потомков, рожденных от арктов, разрушать своим ядом сознание, заменяя в нем ценности света на сокровища темного Сета. Вместо прежней, возвышенной цели будут жаждать они вожделения. Вместо жизни по высшим законам беззаконие и самосуд воцарятся в могучем народе. И тогда подорвем силы рода, мы, прервав у них связь поколений. Завоюем сердца их и души изнутри, без войны и сражений. «Хорошо», — жрец второй согласился. «Мудрость служит себе же забвению. Но страховка нужна в дерзком плане, чтоб не дать им собрать воедино все детали великой подмены. Надо вычистить прежнюю память, зачеркнуть предысторию рода. Подготовим сказания и мифы
как прочуждые вечно народы от исходно корней чужеродных. Подготовить легенду несложно. Меняем названия народов, их земель и важнейших событий, изготовим им свитки и книги в камне, в древе, бумаге, металле, заменив ими хроники Геи. Будем чаще менять исчисления, чтоб забылись важнейшие даты. Числобог должен быть уничтожен, а с ним вместе наука о числах. Пусть исчезнут опасные знания о бесчисленных сферах Вселенной, о законах подобия между ними, о царящих в них силах и духах, о значении души человека, о могуществе мысли и слове, о периодах света и ночи и о сроках грядущих свершений. Думал я, как лишить арктов знаний. Первый жрец мысль продолжил собрата. Разделить нужно праве законы на две части – науку и веру, не согласные между собою. Вера будет слепой без науки, а наука формальной без веры. Что одна без другой может сделать, если их натравить друг на друга? Вера станет пустым ритуалом, а наука – сведенной каноном. Мало этого, жрец второй молвил. Есть носители древних традиций, хранят волхвы законы и знания, и сменить не дадут их без боя. Волхвов надобно ввергнуть в гонения, надо их отдалить от народа. Архаичны у них, мол, каноны, устарелые стереотипы, губят свежие веяния мысли, тянут вниз к предрассудкам сознания. Им взамен создадим людям культы. Вместо чтения превысших законов поклоняются пусть воплощениям своих тайных страстей и желаний. Создать надобный образ несложно. Больше мистики с жертвенной кровью. Пусть же вместо творцов, любых богу, превратятся они в попрошаек, бьют поклоны в извечных молитвах, и возникнет религия культов. Культов лунных, жестоких, кровавых. Если культы стравить меж собою, крови более будет, чем в битвах. Мы запустим священные войны. Святость цели ведет к большей жертве. Первый жрец промолчал, потом молвил, чтоб лишить их водительства рода, упростим для них ткань мироздания и закроем все сферы творения, кроме чувственных, глазу и телу, а Творца нашим Богом подменим. Пусть же вместо единого знания им достанется жалкая капля знаний предков об этой вселенной. Сконцентрировать надо внимание на одной стороне бытия их. Жизнь и смерть – просто миг мимолетный, а потом муки или блаженство навсегда. Все понятно и просто. Умолить до крупицы сознания, чтобы скрыть их реальную сущность. Есть проблема одна в этом деле. Жрец второй, чуть подумав, продолжил. Касты. Вот в чем устой развития и преемственность знаний и власти. Упразднить надо касты у арктов, объявить старым их пережитком. Первый жрец лишь кивнул в знак согласия. Да, слом прочных основ и устоев означает слом всех идеалов. Будем вкладывать в головы юных мысли равенства, братства, свободы, сколь заманчивы их идеалы, столь же гибельны эти идеи. Вера в равенство равна отказу от законов всего мироздания и вослед от законов народа, его правил, традиций, устоев. Сам Творец не о равенстве думал, порождая идею Вселенной. Поиск форм и энергии творения в столкновении сил всех сфер жизни был заложен врожденный им космос. Уравнять изначально неравных, привести к угасанию творения, взгляд Творца от себя отвращая. Только знать это арктам не надо. А святая борьба за свободу быстро станет борьбою за хаос, за отказ от познания древних чувства меры, порядка и ритма. Она станет борьбой за свободу от обузы хранить добродетель, верность долгу, хранение чести и ответственность пред своим родом. Братство, как альтруизм, бескорыстие, скоро станет забытым, забвенным. Братство явится лишь в тайных братствах,
что преследуют личные цели, возвышение и власти над миром, то не братство служения брату. Волки будут там все, а не братья. С новым смыслом священных понятий, под знаменами равенства, братства и свободы предстанет возможным объявить, что теперь все достойны управлять государством и духом. Добродетели станет не место в трудном деле вождения народов. Мудрых духом из власти изгонят, духом нищие, алчные страстью. Вместо браминов власть возьмут шудры. Только дай им такую возможность. Кто отвержен за грех и ничтожность, месть тому вожделенное блюдо. Они власть вырвут ложью и кровью, но зато все устроят как надо. Все сведется к гордыне, к достатку, к расхищению наследства их предков. Потеряв государство устои, внуки арктов дойдут до упадка, растеряв мудрость древних навеки. Но мы скажем, что право народов строить жизнь свою выше заветов древних предков, сошедших богами, но в лице своих дальних потомков, обратившихся полузверями, сохранивших лишь облик от предков. В завершение этой идеи жрец второй усмехнулся с сарказмом. Нам наречь надо словом красивым вырождение древних традиций, словом емким, с двойным скрытым смыслом, демократией, властью народа. Будут думать, что демос и кратос означает крылатое слово, то не зная, что демон плюс кратос означает оно наяву. Жрецы вновь предались созерцанию мысли форму, оживавших в грядущем, и видению должных последствий. Наконец, завершив размышления, первый жрец тихо молвил второму: «Нам жрецы нужны, замыслов наших, те, что денно и ночно собою воплощать будут заговор тайный, и жрецов этих нужно несметно, чтоб они растворились в народах. Нужен целый народ или племя от корней Арианы свободный, без земель, без божественных предков, без отчизны, без вещих законов, из рабов по природе и духу, зато алчных к богатству и власти. Они будут как тайное братство, единенное общей идеей, что дано им единственным право, через власть темных сил Чернобога, свою власть на земле насаждая, завладеть всем богатством народов. Мы покажем ему все знамения, чудеса и святых предсказания, что он избран среди прочих народов, и завет на крови с ним закрепим. Поводырь будет к ним нами призван, посвященный из преданных магов. Будет править он силою слова, знаком власти и жестким законом. Он заставит скитаться в пустыне это племя, где жить невозможно без дающей руки милость Бога. В этих людях в смертельной пустыне утвердятся навеки порядки поклонения новому Богу и расплаты за непокорность. Всех изменников ждать будут муки. Будем их отдавать на заклание, в жертву ими гонимых народов. Так получим мы непримиримых, непреклонных и верных фанатов, что ценой любое исполнят повеление, данное нами. А потом все случится по плану. В отдаленных пустынях Египта это племя найдет ранее скрытый манускрипт с указанием древних, как достичь мирового господства и покорности прочих народов, овладев страшной силой денег, силой власти абстрактного знака, силой права внушать некой вещи ценность жизни намного ценнее, силой рубящей кровные узы, разрушающей души и связи с миром светлых богов Арианы. Деньги – мысль, деньги – все что угодно, что доступно для воображения. Впрочем, власть денег будет реальной. Они словно незримый тюремщик каждый день кабалой будут делать, и возвысят, и ввергнут в неволю. Они скупят плоды трудолюбия, продавая взамен обреченность.
Рабство денег мы сделаем сладким. Оно будет манить своей властью, навсегда оставаясь лишь тайной, недоступной для непосвященных. Поразит вирус денег все души, что слепы от падения в гордыню. Все народы падут перед нами. И тогда урожай Ориона жрец иной соберет с его поля, и создастся могучая сила воплощения нашей идеи. А теперь торопиться нам надо. Если планы свершим эти в сроки, то ночь Сварога станет последней для людей, звезд на землю сошедших. Нет грядущего им в этом мире. Здесь обитель жрецов Чернобога. Да свершится, второй жрец промолвил. Закрепим квинтэссенцию мысли точной формулой в виде заклятия, наделив нерушимую силой сотворенный навеки завет. Два жреца концентрацией мысли, вспламенив пред собою пространство, начертали горящие знаки, заложив в них такое заклятие. Не бывать в этом мире вам братьями, даже хоть от единой матери, даже хоть от отца единого, быть друг другом всегда гонимыми. Пусть собрат одного рода племени станет злейшим врагом во все времени. Быть вражде вашей вечно кровную, быть душе с затаенную злобою. Пусть за ближнего вместо радости наполняется сердце завистью, променять вам честь на бесславие, честолюбие на тщеславие. Будьте алчны, люты и горячие. Пусть умы ваши будут незрячие. Пусть с глотком молока вашей матери в вас впитается это проклятие. Ваш раздор не найдет примирения, да придет приговор в исполнение. Взвились знаки, горящие в небо, растворились в незримом пространстве, и зависла гнетущим безмолвием над землей зловещая мгла. Совершено, первый жрец твердо молвил. Впереди у нас много работы. Да пребудет с тобою, брат, сила, воплотить, что задумано в дело, осветив себя тайным знамением, и, склонившись, владыки расстались. Вот вся правда, жестокая, ясная. Так что думай, как жить, кровь славянская. То заклятие живое поныне, попирая былые святыни, принося нам вражду и неволю, но разрушить его в нашей воле, если разум гордыню превысит. Все от нашего братства зависит. Не забрать темным силам свободы, если будут едины народы, если правде послужат уроки, подведенные кровью итоги.